Майорка – это остров мечты, в него просто невозможно не влюбиться. Здесь находятся одни из самых живописных городов и деревень. Белоснежные пляжи, фантастические лазурные заливы, величественные горы, плантации апельсин и бесконечные виноградники. Расположенный в Средиземном море, он является самым большим островом Испании. Его береговая линия протяженностью 555 километров насчитывает 208 пляжей, многие из которых удостоены голубого флага. Если честно, прошлым летом мы уже были на Майорке, но из-за сильной жары мы смогли посетить только несколько мест в Пальме. Поэтому мы обязательно решили вернуться сюда весной и увидеть все запланированное. К тому же стоимость билетов на самолет и проживание гораздо дешевле, чем в высокий сезон. К сожалению, у нас было всего 5 дней отпуска. Это очень мало, чтобы увидеть всю красоту этого острова. Но мы постарались составить маршрут по самым интересным местам. И для этого арендовали автомобиль. Кстати, недорого и без депозита. Кому нужно, оставлю ссылку в описании. Остановились мы на севере острова в маленьком городке Мура, откуда каждый день будем ездить по разным локациям. В первый день мы сразу отправились за порцией адреналина и визуального наслаждения. Про адреналин я не зря сказала. Помимо горных дорог, его добавляло большое количество велосипедистов, которые замедляли и мешали движению. Хочешь, я его под фречь отпущу? Наше путешествие по Майорке начинается с невероятных видов дороги на мыс Форментор, который находится на самом севере острова. И первая смотровая площадка называется Мирадор Эс-Коломер. Мы сюда приехали с утра, вы посмотрите на эту парковку небольшую, стоят машины везде, поэтому приезжайте пораньше. Смотровая площадка Эс-Коломер названа в честь местного инженера Антонио Париетти Коломо, которая была спроектирована специально как часть живописного маршрута через горную цепь Трамонтана. Находясь на высоте 232 метра над уровнем моря, с площадки открываются просто нереальной красоты виды на скалы и сверкающее Средиземное море. Я думаю, слова и описания здесь будут лишними, нужно просто любоваться на этот шедевр природы. От смотровой площадки отходят две дороги, первая из которых ведет наверх к старинной сторожевой башне Альберкут, построенной еще в XVI веке для защиты от нападения пиратов. Вторая же дорога ведет вниз по крутому серпантину к знаменитому маяку Форментор. Если захотите посетить и эти два места, советую приезжать рано утром, так как очень большое количество желающих, а парковка возле маяка ограничена. Из-за узкости дороги разворот автомобиля еще тот себе квест. Поэтому, приехал только к 10 на смотровую площадку, мы не рискнули ехать дальше. Полюбовавшись видами, отправились в старинный город Алькудия. Во времена правления римлян этот город был столицей острова и назывался Палентия. Одной из главных достопримечательностей Алькудии являются городские стены, которые очень хорошо сохранились. Почти 2 километра вокруг города можно пройти как сверху по стенам, так и внутри по узким улочкам. Старая часть Алькудии была специально построена в нескольких километрах от побережья, чтобы защитить город от нападения морских пиратов. И вот по всему периметру можно пройти стену. Это около 2 километров. Порты и прибрежные районы появились гораздо позже, когда туризм стал основным источником дохода на Майорке. Поэтому все основные достопримечательности расположены в старом городе, а отели и пляж в Порто-де-Алькудии. А вот то, что я говорила, люди ходят поверху, то есть можно найти, где подняться и пройти весь периметр еще и сверху. Но мы сначала пойдем по низу, посмотрим красивые улочки, а потом поднимемся наверх на стены. Ну вот прям чувствуется Испания, вот эти вот улочки, ставни деревянные. Ой, смотри, какие классные фото можно сделать. Прям гангстеры. Одна фотография стоит 20 евро. В стоимость входит костюмы, работа фотографа и печать фото. Фламенко. Между прочим, национальный испанский танец. Такая яркая, солнечная. Ну прям Майорка. Давай нашим подписчикам купим открытку. Я придумаю какой-то интересный вопрос, и кто правильно ответит, подарим открытки с Алькудии Майорки. Вот такую красоту мы подарим. А вопрос я задам в конце видео.
Смотрите, какие красивые. Она ваша. Первые поселения в этом районе появились еще во II веке до нашей эры. За много веков существования город успел побывать под властью Рима, Византии и арабов. Мавры владели территорией почти 300 лет. Они же и дали название городу – Аль-Кудья, что в переводе с арабского означает «город на холме». Но в XIII веке арабы бежали под натиском войск Хаймы I, после смерти которого остров унаследовал его сын Хаймы II. В 1298 году, после отвоевания у арабов города Аль-Кудия, король Хайме II решил построить для защиты города стены. Сами стены неправильной формы и состоят из 26 башен и 3 больших арочных входов, ворот. И это одна из них. Как хорошо сохранились, все-таки 13 век. Я думаю, именно вот такие улочки показывают весь колорит города. Старинные, тихие, а не центральные, где много магазинов, кафе. Здесь буквально возле каждого дома, каждой двери какие-то цветы. Очень красиво. Даже на стенах горшки. Раньше не было подоконников, поэтому вешают горшки до сих пор на стену. Хотя уже есть и подоконники, но традиция осталась. Нравится? Очень. Так ты фотку делаешь? Сейчас видео. Ах, видео. Делай фотку. Нам повезло с погодой. До этого неделю было довольно-таки прохладно и дожди. А сейчас просто красота. 21 градус. Апрель. Я не знаю, я бы, наверное, возле каждого дворика пофотографировалась. Тут такие красивые дверки. Опс, побежали. Погуляв по городу, мы нашли подъем на крепостную стену и пошли исследовать город сверху. Поднимайся, тебе понравится. Конечно, до наших дней далеко не все осталось в первозданном виде, но в этом, наоборот, есть свой особый шарм. А вдалеке горы. Я представляю, как весело людям. У них тут каждый раз перед окнами ходят. Можно в комнату заглянуть. Вот, пожалуйста, тебе быт испанцев, коренных жителей Аль-Кудии. Такой милый дворик. Я бы здесь пожила недельку-другую. В конце к одной из стен замка примыкает величественная готическая церковь Сан-Жауме. Это самая первая церковь Аль-Кудии. Помимо церковных служб, она использовалась как сторожевая башня. Эта церковь была построена в 1302 году королем Яковом II в честь покровителя этого города Аль-Кудия, святого Якова. Мы провели замечательный день и полные впечатлений возвратились в город Мура, где нас ждал сюрприз. Весь центр городка был перекрыт полицией, так что пришлось парковаться за несколько кварталов от дома. Повсюду музыка, толпы людей, все танцуют, выпивают. Оказывается, в этот день праздновали День молодежи. Поэтому, несмотря на усталость, мы быстро поужинав отправились в центр событий. Весь следующий день мы посвятили столице острова Пальмы. Этот город один из древнейших в Европе, и для осмотра всех его достопримечательностей нужно как минимум дня 2. Как я уже и говорила, прошлым летом мы были в Пальме, и несмотря на жару, все-таки смогли посетить несколько самых популярных мест и снять видео для вас. Первым делом мы решили направиться в визитную карточку города Пальмы. Это Пальмский собор, собор Девы Марии. Или, как говорят испанцы, Ла Сео. Необыкновенной красоты готический собор, известный на весь мир. Известен он еще и тем, что в нем находится самое большое окно в виде розы. Недаром ему дали название «Готическое око мира». Розетка эта 13 метров в диаметре и состоит из 1236 кристаллов, которые образуют большую звезду Давида. 2 раза в год, 2 февраля и 11 ноября, в этом соборе можно полюбоваться потрясающим световым спектаклем, который называется «Эль-Очо». Смотрите, даже сейчас свет проецирует из окна красивый рисунок на полу. Солнечный свет, проходя через розетку, проецирует отражение на стену напротив алтаря, образует цифру 8. Вы знаете, мы были в разных странах,
не один собор посетили. Но такой красоты, это надо просто поискать. Произведение искусства. Такие красивые витражи, такой алтарь. Возведение кафедрального собора началось еще в 1230 году, сразу после завоевания арагонской короной арабской Медины. Одержав победу в решающей битве, король Хайме I приказал построить храм Деве Марии в благодарность о спасении, выполнив тем самым обет, данный им во время сильного шторма, в который попала флотилия по пути на остров Майорка. На исполнение обещанного ушло более 370 лет. Несколько поколений потомков короля передавали своим наследникам волю знаменитого предка – достроить этот величественный собор. Длина собора составляет 121 метр, при ширине 55 и высоте 44 метра. Смотрите, какие огромные подсвечники. С одной стороны и с другой стороны. Наверное, и свечи были такие. В начале 20 века над реконструкцией внутренних помещений храма трудился сам Антонио Гауди. Как любят шутить местные жители, здесь он тренировался перед началом строительства собора Саграда Фамилия в Барселоне. Сейчас это не только действующий храм, тут располагается соборный музей, регулярно проводятся концерты органной музыки, а также находится усыпальница королей. Hello. How much? 60. 60. О, окей, thank you. Недешевое удовольствие по Пальме покататься. Ну, в общем, я так понимаю, это через весь город. И это стоит 60 евро. Как по мне, дороговато. Мы пройдемся пешочком. Зато больше увидим, погуляем. Лошадок вы уже видели. Поэтому пойдем. Подрабатываешь. Собираю на поездку в карете. Так, кто еще? Кто следующий? За собором расположен самый старый королевский дворец Испании – Палацио де Альмудайна, который хранит всю историю Балеарских островов. Когда-то этот дворец был резиденцией мавританских визирей, позже арабской крепостью, а сегодня принадлежит короне Испании. Часть дворца открыта для туристов. Гуляя по просторным залам, интересно посмотреть старинные картины, гобелены, фламандские ковры, камины и элементы военной атрибутики. У подножья замка разбит красивый сад с фонтанами. Повсюду выстриженные деревья и лавочки для отдыха. Интересный факт – на острове нет ни единой реки, только несколько родниковых источников. Для питья используется дождевая и талая вода с горных склонов, которую собирают подземные резервуары. Ты правильно идешь? Ну, веди. Испания славится своими колоритными продуктовыми рынками. И, конечно же, будучи в Пальме, мы нашли самый большой старый крытый рынок. По-испански он называется Меркат. Идем обследовать его прямо сейчас. Чего здесь только нет. Хамон, различные колбасы, фрукты и овощи, вкуснейшее мороженое, сыры, оливки и даже посуда и сувениры. Не советую заходить сюда голодным. От такого разнообразия запахов просто кружится голова. Рыбный ряд – это вообще отдельная тема. Морепродуктов здесь на любой вкус и кошелек. Тут же работают мини-рестораны, где вам могут сразу и приготовить все, что лежит на прилавке. Советую обязательно попробовать традиционную сладкую булочку энсамайду. Существует множество разновидностей энсамайды, но только два из них могут выпекаться на острове Майорка. Самая популярная – это энсамайда де кабела ди энджел, что в переводе означает «волосы ангела». Звучит, конечно, так себе, но на самом деле волос никаких нет. Начинка состоит из варенья волокнистой части зрелой тыквы, которая действительно по виду чем-то напоминает волосинки. Подкрепившись, идем дальше. А дальше у нас по плану уникальный круглый замок Бельвер. Расположен он на холме высотой 112 метров, в нескольких километрах от Пальмы. Добраться к нему можно как на автомобиле, так и на туристическом автобусе, курсирующем каждые полчаса из города. Крепость Бельвер была построена еще тамплиерами в 1311 году. Это самая лучше сохранившаяся крепость круглой формы в Европе.
Вся крепость окружена глубоким рвом и состоит из круглых башен разной высоты и диаметра. Главная башня под названием Башня Памяти имеет высоту 25 метров и соединена с основным строением аркой. Когда-то она являлась главной частью оборонительных сооружений. Однако уже к XVIII веку замок перестал использоваться по своему назначению и стал тюрьмой. Темницы находились на нижнем этаже, среди них одна из самых жутких под названием Котелок, которая была полностью без окон и наполнена водой. Эту камеру пыток долго не выдерживал никто. На 70-х годов 20-го столетия правительство Майорки решило изменить печальную популярность замка Бельвер, превратив его в популярную достопримечательность и музей истории Пальмы. В 2020 году этот замок вошел в топ лучших замков Европы. Необычно, так круглая форма, как амфитеатр. Небо видно. Главный фактор выживания во всех крепостях – это наличие питьевой воды. Поэтому здесь установлен колодец. Существует интересное поверье, что если в колодец бросить монетку, то через год уже сыграешь свадьбу. Эхо. Причем торжество можно устроить прямо в тронном зале этого замка, и желающих очень много, поэтому записываться на церемонию нужно как минимум за полгода. Первые 2 этажа занимает музей. Многие экспонаты были найдены во время археологических раскопок на территории Пальмы. Я смотрю, в те века редко кто позировал в одежде, в основном все без одежды. На крыше крепости находится большая смотровая площадка на 360 градусов, с которой открываются красивейшие виды на город, бухты и бескрайнее море. Мы в Вальдемосе. Жемчужине Майорки. Мы в Вальдемосе, жемчужине Майорки, самом туристическом городе острова. У подножья гор Трамонтана в 17 километрах от столицы расположился сказочно-живописный городок Вальдемоса. Свое название он получил в честь арабского покровителя Мусы и в переводе означает «долина Мусы». Знакомство с городком можно начинать с любой точки, не планируя маршрут. Здесь достопримечательности на каждом шагу. Сердце Вальдемоса – королевский монастырь Ла Картуя, построенный в XIV веке как летняя резиденция для короля Санчо I. Правитель был болен астмой, а местный горный воздух помогал ему, поэтому он старался находиться здесь как можно дольше. Но после смерти Санчо дворец перестали использовать, и в нем поселились монахи. Так и появился знаменитый Картезианский монастырь. Внутри монастыря находится музей Жорж Санд и Шопена. Именно здесь зимой 1838 года в монашеской келье поселились влюбленная пара, польский композитор Фредерик Шопен и французская писательница Жорж Санд. Великий композитор, страдавший туберкулезом, надеялся, что местный климат положительно повлияет на его здоровье. Здесь был написан роман «Зима на Майорке» и знаменитая прелюдия «Капли дождя». Сейчас в музее можно увидеть подлинную рукопись этого романа и оригинальное пианино композитора. Гуляя по узким, вымощенным камнем улочкам, то вверх, то вниз, ты не можешь отделаться от мысли, что попал в прошлое. Время здесь как будто остановилось. Вальдемоса просто создана для романтических прогулок. Повсюду цветы, пахнет цветущими лимонами и апельсинами. Мне очень нравятся местные пекарни, здесь очень вкусно пекут. Мы взяли 2 булочки разные попробовать, сейчас купим кофе, заценим. Она крошится. Вкусная. Слоеное тесто. И очень сладкий мармелад из тыквы. Ну, надо подзарядиться, поэтому хорошо. А это Колина булочка.
Я решила, что он ее не хочет, и мне нужно обязательно попробовать. Такая красивая, с абрикоской. Снимай, какие красивые виды. А я пока булку доедаю. Прям жарко становится. В XVI веке жители Майорки были очень религиозны. В 1550 году состоялось важное событие в Альдемосе. Это церковь Святой Каталины, покровительницы города. Есть красивая легенда, как маленькая девочка Каталина стала покровительницей целого города Вальдемоса. Среди многих детей, которые проживали тогда в этих местах, особенно выделялась постоянно видевшая религиозные сны и ангелов маленькая девочка, которая постоянно рассказывала о них. Когда ей исполнилось 12 лет, она обратилась в монастырь, чтобы ее зачислили в монахини. Но, получив отказ по причине слишком юного возраста, решила сидеть на камне до тех пор, пока не будет принята в монастырь. Уже через несколько дней ее приняли, а позднее возвели в лик святых и стали считать покровительницей не только города, но и всего острова. На каждой улице, возле каждого дома двери висит вот такие вот фрески, картинки в честь Святой Каталины. И они абсолютно разные. Смотрите, как интересно. Продают лимоны, апельсины. Вот стоят баночки с прорезями. Написана цена. Все по честное слово. Берешь кулечек, бросаешь денежку и пошел 1 евро. 1 пакетик. Меня очень впечатлил своей непередаваемой атмосферой этот городок. Ведь недаром еще в 1989 году на берегу моря, недалеко от Вальдемоса, приобрел усадьбу Эстака голливудский актер Майкл Дуглас. Помимо него на Майорке имеют свои виллы такие селебрити, как Клаудия Шиффер, Джек Николсон, Энни Леннокс и Орландо Блум. Вальдемоса необыкновенный город. Я всем советую его обязательно посетить. А сейчас мы едем в Сальер. Столицу острова Майорка с городом Сальер соединяет старинная узкоколейная железная дорога, которая курсирует с 1912 года. За 28 километров своего пути деревянный поезд преодолевает высоту более 400 метров, проходя через 13 туннелей, виадук и множество мостов. На сегодняшний день это самый популярный туристический аттракцион Майорки. Красивейшие пейзажи и погружение в эпоху столетней давности привлекают сюда более 1 миллиона туристов в год. Очень удобно, что поезд из Пальмы прибывает на тот же вокзал, откуда отправляется трамвай. Билеты можно купить сразу на 2 транспорта. Ой, смотри, я нашла ждуна. Ждет поезд на Пальму. Посижу на ручках у него, подожду. Сколько там, когда следующий? Аутентичный городок Сальер расположился в 30 километрах от столицы, в самом центре долины апельсинов, обильный урожай которых долгое время служил источником благосостояния местных жителей. Почти до конца XIX века большое количество апельсин экспортировалось во Францию и другие европейские страны. Сальер – небольшой городок, и на площади Конституции, через которую курсирует трамвай, находятся все значимые достопримечательности. Смотрите, как необычно едет трамвай, медленно, между кафешек, расставленных столиков, буквально там в 10 сантиметров. Оригинально. Привет! Сигнали, чтобы все расходились, потому что здесь в основном все ходят пешком по рельсам. Красивая церковь XIII века Сан-Бартомео является главным украшением и символом города. В 17 столетии ее украсили в стиле барокко, а спустя еще 300 лет ученик Антонио Гауди Хуан Рубио дополнил интерьер модернистским фасадом. Порт связывает единственный на Майорке трамвай, который курсирует где-то около 4 километров. С 1913 года именно этот старинный оригинальный деревянный трамвай под названием «Оранжевый экспресс» доставлял апельсины из долины в порт. Сейчас же это удобный и развлекательный маршрут для туристов, которые хотят попасть из Сальера в пригород Порто де Сальер на пляж.
Полчаса, и вы уже на набережной порта де Сальер. Маленький городок расположился в красивом заливе среди гор Трамонтана. Здесь находятся два небольших пляжа со спокойным и теплым морем, а в северной части бухта для стоянки яхт и катеров. Вот она, моя родная, я ее нашла. Я думала, отбуксировали, куда, не могла найти. Вот она, погнали. Вдоль всего берега расположен променад со множеством кафе, ресторанов и сувенирных лавок. Многие туристы приезжают сюда не только ради пляжа, но и для старта по маршруту вдоль побережья, к красивейшим местам Са-Калобра. Остров Майорка известен не только своими прекрасными пляжами и бухтами, но и огромным количеством пещер, которые считаются одними из самых красивых в мире. Одна из самых популярных – пещера Арта. В последний день нашего путешествия мы решили ее обязательно увидеть. Здесь хочется останавливаться на каждом шагу. Такие виды открываются. Находится пещера на мысе Вермель на высоте 150 метров над уровнем моря. Добраться сюда можно несколькими способами – на машине, рейсовом или экскурсионном автобусе или на кораблике из Кала Ратьяда. Около достопримечательности есть небольшая парковка и смотровая площадка. Hold on. 2 tickets adult, please. В пещеру только групповое посещение, поэтому, когда собирается группа, с гидом вместе заходим, и от 25 минут написано до 40. Он везде рассказывает на нескольких языках, на французском, немецком, английском и испанском проходит экскурсия. Поэтому ждем. Сейчас первый вход, хотя мы приехали к открытию, но еще не заходили. Я думала, что вход такой эффектный. Долгое время Арта была священным местом для жителей острова, а заодно и убежищем для пиратов. Я, конечно, бывала в пещерах, но это просто царство сталагмитов и сталактитов. Какое великолепие сделала природа. Как будто в храм какой-то зашел. Я не могу синонимы подобрать к слову «потрясающая красота». Я думаю, камерой невозможно передать все, что ты видишь. Это здесь только стоит побывать. Больше всего поражают размеры этого великолепия. Протяженность всей пещеры более 700 метров, а площадь составляет почти 6000 метров квадратных. И вся эта площадь поделена на множество залов, галерей и переходов, высота которых от 15 до 45 метров. Постоянная температура внутри пещер от плюс 17 до 22 градусов и очень большая влажность. Вы только представьте, для того, чтобы вода капля за каплей смогла сотворить такую красоту, должны пройти тысячи лет. Ведь сталактиты и сталагмиты растут очень медленно, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в год. А тут уже поуже. Каждый зал здесь неповторим и имеет свое название. В зале с мистическим названием «Ад» в мини-театре проходит трехминутное музыкально-световое представление. Под такую музыку хочется сразу признаваться во всех своих грехах или наоборот не признаваться. В рай либо в ад. Мы специально отстаем от группы, чтобы снять без людей всю эту красоту. Чтобы показать, как здесь. Потому что когда много народа, не очень. Главное не потеряться и догнать свою группу. Вау! Я всегда не могла запомнить, какие образования называются сталактиты, а какие сталагмиты. Так вот, каменные сосульки, которые свисают с потолка, это сталактиты, а поднимающиеся кверху наросты с дна пещеры – это сталагмиты. Но бывает еще, оказывается, и сталагнаты. Это когда со временем сталагмиты и сталактиты срастаются и образуют колонны и столбы. Похоже на крылья ангела. Тут пасть открытая.
Сказать, что понравилось, это мало. Действительно величественно, красиво, много узоров на стен, сталагмитов, сталактитов. Стоит посмотреть. Но по поводу шоу светового и музыкального, ну, это прям сильно преувеличено. Было эффектно, неплохо, но очень мало, коротко. В общем, мой совет. Стоит приехать и посмотреть своими глазами. Сразу нужно очки одевать. Я вышла с подземелья, чуть не ослепла. Шикарный вид отсюда открывается с этой лестницы, с выхода. Подожди, это еще не конец видео. Мы решили с каждого путешествия привозить нашим подписчикам сувениры и разыгрывать их в рубрике «Вопрос-ответ». Вот эти замечательные открытки с Майорки получат первые 3 подписчика, которые правильно ответят на вопрос. Помните, в городе Пальма на рынке я пробовала национальную сладкую булочку-завитушку? Так вот, как она называется и с какой начинкой она была? Ждем ваших правильных ответов в комментариях. Те, кто еще не успел подписаться, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и жмите колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие путешествия. Пока!